Добрый день! Сегодня я вам покажу полный процесс изготовления вот такой вот кованой розы. Берем лист металла, проще с миллиметровой стали. Чертим на нем окружности нужного диаметра. Чем больше диаметр, тем больше получится бутон. Первый круг мы делим на 6 частей, второй на 5, а из третьего мы будем вырезать звездочку. Края звездочки мы делаем зубчатыми. Это у нас будут усики под бутоном. Углы же лепестков мы скругляем, ну и все зачищаем от заусенцев. Каждую звездочки изгибаем посередине и набиваем фактуру. Круг из 6 лепестков фактурим только внутреннюю верхнюю часть, так как остальное будет не видно. 5-лепестковый же снаружи мы пробиваем полностью, а внутри тоже только верхнюю часть. Через просверленное отверстие по центру кругов продеваем стебель и привариваем его к 6-лепестковому кругу. Затем первый лепесток закручиваем в трубочку, а последующие по спирали закручиваем вокруг этой трубочки.
После привариваем 5-лепестковый круг, заведя его через стебель снизу. И повторяем все те же манипуляции. Звездочку же привариваем в последнюю очередь и прижимаем ее к бутону. Нагреваем бутон и начинаем его изгибать. Усы опускаем ближе к стеблю, а лепестки, начиная с крайнего, по спирали изгибаем наружу. Рисуем и вырезаем листья. На них я делаю по краям зубцы, так больше на натуральные похоже. Побиваем фактуру и собираем веточки по 3 штуки. После привариваем к стеблю и чистим. Шипы же можно сделать по-разному, но самый простой способ — приварить.
Нагрев, доработка, ну и окончательная подгибка листиков — дело вкуса каждого. Но я, допустим, не привык отдавать изделие, пока оно мне не нравится. Красим основой и затем патинируем. В данном случае бутон я выделил с серебряной патиной с красным колером, листья зеленой патиной, ну а после сверху еще прошелся бронзой для большего блеска.